Всем привет! Вы на канале Нитка KZ. Меня зовут Жанара. Это видео мастер-класс по вязанию сумочки авоськи из трикотажной пряжи. По размеру сумка получилась высотой 33 сантиметра и шириной 27 сантиметров. Подписывайтесь на мой YouTube канал, чтобы не пропускать новые видео. Материалы для вязания сумки. Трикотажная пряжа 50 метров. Пряжа Ярнард Самбо 50 метров. И пряжа Попкорн тоже 50 метров. Крючок для вязания 6 миллиметров. Берем все 3 нитки сразу. Начинаем вязание крючком. Вяжем крючком первый ряд. Набираем цепочку 95 воздушных петель, включая первую петлю. Готово. Мы набрали 95 воздушных петель. Отмечаем маркером первые 40 петель. Это у нас будет ручка сумки. Затем отмечаем маркерами 5 арок по 10 петель. То есть отмечаем каждую 10-ю петлю. В конце остается еще 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Проследите, чтобы цепочка не перекрутилась. Вводим крючок в 40-ю петлю и делаем одну соединительную петельку. Обратите внимание, что мы вводим крючок поглубже, через 2 нитки. Это у нас будет ручка сумки. Далее набираем цепочку 9 воздушных петель. Внизу пропускаем 9 петель, вводим крючок в 10-ю петлю и делаем один соединительный столбик. Готова первая арка. Набираем цепочку 9 воздушных петель.
Внизу пропускаем 9 петель, вводим крючок в 10 петлю. Делаем 1 соединительный столбик. У нас готова вторая арка. Набираем цепочку 9 воздушных петель. Внизу пропускаем 9 петель, вводим крючок в 10 петлю. Делаем 1 соединительный столбик. И у нас готова третья арка. Далее набираем опять 9 петель. Внизу пропускаем 9 петель, вводим крючок в 10 петлю. Делаем 1 соединительный столбик. И у нас готова четвертая арка. Далее опять набираем 9 воздушных петель. Внизу пропускаем 9 петель, вводим крючок в 10 петлю. Делаем 1 соединительный столбик. И у нас готова пятая арка. Далее у нас остались 5 петель. Для второй ручки вяжем крючком цепочку 35 воздушных петель. Соединяем два конца, вводим крючок в первую петлю, делаем соединительный столбик. Итак, у нас есть вторая ручка. Давайте посмотрим, как сейчас выглядит сумка после первого ряда. У нас есть две ручки и между ними 5 арок. Далее вяжем крючком второй ряд. Берем маркер, отступаем 4 петли в первой арке и отмечаем пятую петлю. Это средняя петля. То же самое делаем со следующими арками. Итак, в каждой из 5 арок отмечаем среднюю петлю. И также на ручке отступаем 4 петли и отмечаем пятую петлю. Итого у нас должно получиться 6 арок. Набираем цепочку 9 воздушных петель. Вводим крючок в среднюю петлю в первой арке.
Делаем один соединительный столбик. И у нас готова первая арка второго ряда. Снова набираем цепочку 9 воздушных петель. Вводим крючок в среднюю петлю второй арки. Делаем один соединительный столбик, и у нас готова вторая арка второго ряда. И точно так же мы продолжаем, вяжем крючком 6 арок. Мы закончили 6 арок второго ряда. Далее мы переходим на ручку сумки. С противоположной стороны отступаем слева направо 5 петель, на пятую петлю ставим маркер. Далее вяжем крючком 31 соединительный столбик, включая тот, который мы уже сделали. Один у нас уже есть. Старайтесь сделать петли более свободными, не тугими. Вводим крючок за одну полупетлю и вяжем крючком соединительные столбики. И далее продолжаем до отметки. Мы закончили 31 соединительный столбик. На другой стороне я уже отметила средние петли в каждой арке, и мы делаем 6 арок.
Далее продолжаем самостоятельно, вяжем крючком 6 арок. Мы закончили 6 арок с противоположной стороны во втором ряду. Далее мы переходим на вторую ручку. Здесь у нас будет конец ряда. Обратите внимание, у нас кончик нити на этой стороне, значит это конец ряда. В следующем ряду пропускаем первые 4 петли и отмечаем пятую петлю первой арки. Вяжем крючком 37 соединительных столбиков. Мы закончили 37 соединительных столбиков, и также мы закончили второй ряд. Далее вяжем крючком третий ряд. Отмечаем средние петли в каждой арке. Всего должно получиться 5 арок. Мы отметили 5 арок. Давайте свяжем крючком первую арку. 9 воздушных петель и соединяем их со средней петлей в следующей арке. И так далее продолжаем, всего 5 арок. Мы закончили 5 арок. Далее переходим на ручку сумки. Отступаем первые 4 петли в первой арке и отмечаем пятую петлю. Вяжем соединительными столбиками 41 петлю. Мы закончили 41 соединительный столбик. Далее переходим на другую сторону. Здесь я отметила места соединения для 5 арок. Мы сделали 5 арок. Далее переходим на вторую ручку и на конец ряда. Вяжем крючком 38 соединительных столбиков. Отсчитываем слева направо и отмечаем пятую петлю в первой арке.
Мы закончили 38 соединительных столбиков. И мы закончили третий ряд. Далее вяжем крючком четвертый ряд. Здесь у нас должно быть 6 арок. Закончили 6 арок в четвертом ряду. Далее переходим на ручку сумки. Отступаем слева направо 5 петель в первой арке и вяжем крючком 32 соединительных столбика. Мы закончили 32 соединительных столбика. Переходим на другую сторону, делаем отметки для 6 арок. И мы закончили 6 арок. Далее переходим на другую ручку и на конец ряда. Отступаем от начала первой арки 5 петель, отмечаем пятую петлю и вяжем крючком 38 соединительных столбиков. Мы закончили 38 соединительных столбиков. Далее вяжем крючком пятый ряд. В пятом ряду у нас будет 5 арок. Ставим отметки для них. И далее вяжем крючком первые 2 арки, как обычно. Мы закончили 2 арки. Далее вяжем крючком 4 воздушные петли. И соединяем их со средней петлей следующей арки. Складываем сумку пополам. Далее давайте отметим средние петли в двух предыдущих арках. Вяжем крючком 4 воздушные петли. Соединяем со средней петлей в предыдущей арке. Далее 4 воздушные петли. Соединяем со средней петлей следующей арки. Далее 4 воздушные петли. Соединяем со средней петлей предыдущей арки.
Далее 4 воздушные петли. И делаем последнее соединение со средней петлей в следующей арке. Далее мы переходим на ручку сумки. В первой арке отступаем 4 петли и отмечаем пятую петлю. Вяжем крючком 41 соединительный столбик. Мы закончили 41 соединительный столбик. Далее с этой стороны вяжем крючком точно так же, как с предыдущей стороны. Всего у нас должно быть 5 арок. Мы провязываем обычным способом первые 2 арки. Далее вяжем крючком 4 воздушные петли. Соединяем со средней петлей в следующей арке. Далее 4 воздушные петли. И давайте отметим средние петли в предыдущих 2 арках. Соединяем со средней петлей в предыдущей арке. Четыре воздушные петли. Соединяем со средней петлей в следующей арке. 4 воздушные петли. Соединяем со средней петлей в предыдущей арке. 4 воздушные петли. И делаем последнее соединение со средней петлей в следующей арке. Далее переходим на вторую ручку сумки и заканчиваем 5 ряд. Отступаем слева направо, отсчитываем пятую петлю средней арки и отмечаем ее маркером. Итого вяжем крючком 38 соединительных столбиков. Мы закончили 38 соединительных столбиков. Вот у нас два кончика нити, начало вязания крючком и окончание. Отрезаем нитку и закрываем последнюю петлю. Также мы можем сразу спрятать кончики нитей внутри петель ручки сумки.
Мы можем оставить сумку этой стороной наружу, но я предпочитаю вывернуть ее наизнанку, потому что изнаночная сторона, на мой взгляд, смотрится более пушистой. И вот так у нас будет выглядеть сумка снаружи. Нам нужно сшить подкладку. Давайте измерим сумку для того, чтобы сшить подкладку. Длина 29 сантиметров и высота 22 сантиметра. Я вырезала прямоугольник ткани длиной 50 сантиметров и шириной 31 сантиметр. Складываем прямоугольник пополам, отступаем сверху по 5 сантиметров и прошиваем с отступом 1 сантиметр по бокам слева и справа. Готово. Теперь отгибаем швы и прошиваем только по верхней части. Готово. Прошили шовчики. Теперь подгибаем вверх подкладки и прошиваем вот таким образом. По бокам вместо оверлока я прошиваю просто зигзагом. Теперь нам нужно отогнуть углы и примерно на сантиметра 2 в глубину нужно прошить углы. И вот моя подкладка для сумки готова. Далее я беру две ниточки трикотажной пряжи по 80 сантиметров каждая, чтобы в сложенном виде выглядело вот так. Нам нужно продеть их через верхние отверстия. И также у меня две деревянные бусинки для кончиков пряжи. Беру сразу две нитки, тонкий крючок, продеваю в отверстие сверху подкладки и протягиваю нитки через отверстие. И далее по отдельности два кончика нитки протягиваю в разных направлениях через второе отверстие.
Теперь на трикотажной пряже отрезаю уголки, чтобы мне было легче продеть их в деревянные бусины. Скручиваю кончики пряжи и продеваю в деревянные бусинки. Далее завязываю узелок на конце, и таким образом у меня получаются завязки для чехла подкладки сумки. И вот моя подкладка полностью готова. Кладу подкладку внутрь сумки. Здесь сопоставляем уголки подкладки и сумки и сшиваем их вместе. Теперь 4 верхние точки тоже пришиваем подкладку к сумке. И вот я пришила сверху подкладку сумки на 4 точках самой сумки. Теперь подкладка держится внутри надежно. И вот наша сумка-авоська полностью готова. В общем, на вязание крючком сумки у меня ушло около 2 часов и примерно полчаса для пошива подкладки. Давайте измерим нашу сумку. Длина 27 сантиметров, высота в середине без ручки 20 сантиметров и высота с ручкой 33 сантиметра. Я надеюсь, вам понравился этот видео мастер-класс. Подписывайтесь на мой YouTube канал, также на мой аккаунт в инстаграме nitka.kz и делитесь вашими видео и фото в инстаграме и в тиктоке. Мне будет очень приятно увидеть ваши готовые сумочки. Я желаю вам приятного вязания и до новых встреч!